Эта история произошла в поселке, который находится в одном из уголков в Сибири. На окраине этого поселка жила пожилая женщина, которая потеряла всех своих родных и осталась совсем одна. Жила у нее кошка Муся и все. Как-то мужики ходили на охоту и нашли логово с волчатами. В логове их было 3. Они хотели забрать 2, а вот куда девать 3-го не знали, но решили, что возьмут, а там кому-нибудь отдадим. Как раз по возвращению из леса они проходили около дома этой женщины, они знали, что она одинокая и очень любит животных, знали, что у них с мужем и собаки были, и он был охотником, подумали и подбросили ей волчонка. Женщина вышла на улицу и увидела щенка, она сразу поняла, что ей кто-то подложил его, решила, что нужно бы его оставить, хоть какая-то защита, а то живет на окраине. А тут хоть полает, если что. Волчонок рос игривым и ласковым, любил играть с кошкой, и женщина назвала его Миша. На новое имя волчонок отзывался и бежал к своей хозяйке. Узнала она, что он волк в магазине, одна женщина спросила его, как там у тебя волк поживает. Многие знали, что охотники оставили ей волчонка. Женщина и раньше не понимала, почему щенок не лаял и как-то на собаку не очень похож, но теперь отдать его кому-то она уже не могла, потому что за 3 месяца сильно к нему привязалась. Он жил у нее прямо в избе, а зимой чаще всего лежал у порога, потому что ему было в доме жарко. До соседей было очень далеко и разделял их пруд, а в другой стороны везде лес. Так что она выгуливала его каждый день, и он от нее никуда не убегал, он был на редкость добрым хищником. Уходя в магазин, она оставляла его в доме, и он не шкодил, а просто ждал свою хозяйку. Прожили они вместе больше года. Кормить волка женщине было нелегко, ведь ему нужно было много мяса, которое на пенсию она себе не могла позволить купить, обходилась с котом, который был слабый в колхозе и не выживал. Она всегда держала бутылочку беленького, чтобы заплатить мужикам за тушу, они же ей эту тушу и разделывали. Брала молоко в колхозе, как пенсионерки давали за копейки, ведь времена Союза еще были, кормила крупами и посыпкой добавляла всегда, когда была возможность, в еду крапиву какие-никакие витамины, да и ветеринар хорошим человеком был в колхозе, помогал с витаминами. Однажды по селу прошел слух, что из колонии сбежали преступники и якобы они где-то в лесу скрываются, милиция всех предупреждала. Вечером женщина сидела и смотрела телевизор, Миша и Муся были дома, как она услышала стук в окно, волк занервничал, на что хозяйка успокоила, подумала, что кто-то свои деревенские. Когда она вышла на улицу, то ее сразу ударили по голове, и 3 уголовников влетели в дом и остолбенели от увиденного нежданчика. На них смотрел со звериным оскалом настоящий волк, когда один из них поднял обрез, чтобы выстрелить, волк бросился на него. А другие выбежали из дома и бросились к лесу, волк отпустил прокушенную руку преступника и бросился за другими, но он остановился и подбежал к своей хозяйке, стал лизать ее лицо. Бандит, что был в доме, выбежал и выстрелил ранее в волка и хотел убежать, но волк настиг его, и если бы не мужики, которые не услышали выстрелы, а перед этим увидели незнакомцев, направляющихся к дому женщины, то, скорее всего, волк так бы и оставил бы преступника там лежать. Волк был ранен в заднюю ногу, и женщина принялась бинтовать ее, но через несколько минут он все срывал и зализывал рану. Ветеринар сказал, что пуля прошла на вылет и прописал антибиотики. Через месяц волк был снова бодр и весел, но уже очень настороженно смотрел на любого незнакомого человека. Ему и здесь преподали урок, что человек — это самое страшное животное. Бабуля с Мишей зажили как прежде, но он не хотел отпускать ее из дома, ведь боялся, что с ней что-то может случиться.